Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про собаку по имени Скай. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Я сейчас еду за собакой, позвонила Аня из приюта Гельбоа, рассказала, что женщина одна увидела собак, гуляла со своими, у нее два питбуля, она прогуливалась и увидела на дороге, там на обочине, судя по фотографиям, какая-то обочина, не дорога это, лежит собака, это хаски, не может встать, может его машина ударила, я не знаю, в общем, я еду сейчас, она подойти к нему не может, потому что у нее две собаки, сейчас я подъеду, посмотрю, что, сейчас будем думать, куда его пристраивать и что с ним. Еду рядом с арабской деревней, как обычно. В общем, еду. Все будет хорошо, все будет хорошо. В общем, я еду за собакой. У меня было фото собаки, координаты места и телефон женщины-волонтера, которая его нашла. Я позвонил ей, она рассказала примерно, где находится это место, и прислала мне точку для навигатора. Она сказала, что подъедет тоже, покажет это место и поможет, если мне нужна будет помощь. Ехать до указанного места мне примерно час. В общем, мы договорились встретиться через час на этом месте. На фото, которое она мне прислала, была собака породы хаски. Он лежал в кустах и был весь мокрый. Он лежал в неестественной позе, задняя часть была как бы перекручена, и он был весь в грязи. Дождь шел вчера. Это означает, что, скорее всего, он лежит там со вчерашнего дня. Лежит в кустах и не может подняться. Я думаю, что его ударила машина, но это только мое предположение. В общем, мне оставалось только надеяться, что он не сильно поломанный. Судя по карте, эта дорога выезд из деревни в сторону леса. Это гористая местность. И я помню, что в этих местах очень плохо работал телефон. Там не везде есть связь. Так и произошло. Навигатор отказался работать, как только я въехал в деревню. Я продолжал ехать по карте и очень примерно представлял, где я нахожусь. Проехал всю деревню и выехал на объездную дорогу. Это должно быть где-то здесь. Передо мной был поворот в лес и подъем в гору. Это то место, которое я искал. Меня уже ждали. Я оставил машину на обочине, и мы стали спускаться в лес. Место, где он лежал, находится по склону вниз от дороги, но собаки на месте не было. Раненое животное вряд ли бы ползло по склону вверх. Если бы он начал двигаться, то, скорее всего, он пополз бы вниз. Мы спускаемся вниз вглубь леса в надежде его найти. Склон очень крутой, все вокруг мокро и скользко. Мы спустились вниз в небольшое ущелье. Далеко он сполз. Далеко он сполз. Где он? Ага. Иди, малыш. Иди, мальчик. Иди, мой хорошенький. Постойте здесь, хорошо? Иди сюда. Иди, мой мальчик. Я увидел его с правой стороны, около больших камней под деревом. Он стал медленно уходить от меня. То, что он может передвигаться, это уже хорошо. Значит, не все так плохо, значит, он не сильно поломанный. Когда я стал подходить ближе, я увидел, что что-то не так. Он наступал на задние лапы как-то очень странно, неуверенно. Иди, мой красавец. Иди сюда, солнце мое. Иди сюда. Иди, малыш. Иди ко мне. Иди сюда. Иди кушать есть. Иди, мое солнышко. Иди, мой красавец. Иди сюда, мое солнышко. Иди, мой мальчик. Иди ко мне. Иди ко мне. Стой. Не уходи, иди ко мне. Ко мне иди. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда, все хорошо. Все хорошо. Иди ко мне, мое солнышко. Иди, ложись. Ложись. Иди, стой, не бойся, иди, иди, не бойся. Иди, мой малыш, иди, мой мальчик. Иди, мой хороший мальчик. Иди сюда, не бойся. Не бойся. Остановись. Все, не злись. Чего ты? Да. Все хорошо. Не бойся, Не бойся, понюхай. Все. Не бойся. Не бойся, малыш. Не бойся, ты мой мальчик. Ты мой красавчик. Все. Он не знал, что ему делать, он не знал, как на меня реагировать. Он хоть и опасался меня, но все-таки решил остаться и дал мне подойти. Его шатало из стороны в сторону. Когда я подошел, он лег прямо на камень. Там, где остановился, там и лег. Ты мой мальчик, все, я тебя заберу сейчас. Все. Я тебя заберу, не бойся. Я тебя заберу, хорошо?
Я тебя заберу, не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Ну, да. Ну, мое солнышко. Ну, мое солнышко, не бойся. Не бойся, мой сладкий. Не бойся, мой сладкий. Не бойся, малыш. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все. Все, сынка. Идем со мной. Я осмотрел его, на нем не было видимых повреждений. Я пристегнул поводок и передвинул его на более открытое место. Он сразу завалился на бок. Все. Все. Сейчас мне нужно будет взять его на руки и подняться наверх к машине. Склон крутой и очень скользкий. Собака не маленькая, так что это будет совсем непросто. Я обернул часть поводка вокруг его носа, просто чтобы обезопасить себя. Просто чтобы он не прихватил меня в тот момент, когда я буду его поднимать. Мне нужно было просунуть руку под его живот, чтобы поднять на руки. Удалось его поднять. Теперь мне нужно было подняться по скользким камням к машине наверх. Моя правая рука была по всей длине под его животом, а левой я придерживал голову. Опа. Да, я знаю. Я знаю, мальчик. Я знаю, мальчик. Тихо. Да, малыш, да. Да, мое солнышко. Да. Все будет хорошо. Тихо. Не. Стой. Тихо. Все хорошо. Все, не упирайся. Идем, останавливаемся, идем. Пока я его зажал. Сюда, наверное. Аня. Это более поднимите здесь? Да. Это не тропа, это так. Пока я его нес, я чувствовал, что иногда он упирался в меня задними лапами и пытался вырваться. Это был очень хороший знак. Хорошо, что он упирается на лапы. Значит, ни лапы, ни таз не поломаны. Я пошел не по тропе, а по дождевому стоку. Это хоть и крутой подъем, но это самая короткая дорога наверх. Ключ в кармане. Наверное, в заднем или вот здесь сбоку. Ваня. Теперь открывайте. Не бойся. Все. Тихо. Я сниму себя. Все. Я посадил его в машину, и мы поехали в приют. Мы назвали его Скай. Интересно то, что я видел, как с каждой минутой ему становится все лучше и лучше. Он как будто бы знал, что все закончилось. Он сел, потом стал ходить по машине, разглядывал все вокруг. Мне даже показалось, что он начал улыбаться. Теперь все будет хорошо. Сиди, малыш, сиди. Вот это чудо, вот оно. Он передвинулся с того места, там, где его нашли. Он ходит, привет. Он ходит. Ты на меня злился? Зачем ты на меня тогда зубы скалил? Объясни мне, а? Вот зачем ты это делал? Зачем надо было тебя так долго уговаривать? Я же тебе говорю, со мной будет хорошо, поехали. А ты нет, зубы показывал. Зачем это было, непонятно. Иди сюда. Ты кто такой? Он стоит на ногах, но очень плохо. Но упирался на задние лапы. Когда я его нес, его надо было поднять, нести по склону наверх. И ему было, видно, неудобно. Не хотел, чтобы я его нес. И он упирался задними лапами в меня. И я почувствовал, что он упирается. Поэтому я на одну лапу и на вторую. Поэтому, наверное, ничего в нем такого серьезного не поломано. Может быть, просто ушиб. Я не знаю, что с ним. Он вроде не старый. Я сначала подумал, что он может быть старенький. Нет, он не старенький. Он, наверное, примерно, может, года 3 ему. Может, больше. Не знаю. По зубам не старенький точно. Сейчас еду вниз, проверю у него датчик. Может быть, у него есть датчик. Может, он чей-то. Может, убежал. Хаски могут убегать очень далеко. И очень долго бегать. Они такие бегуны, беглецы, что с ними надо быть очень осторожными. Все. Поскалился чуть-чуть. Мы уже пуганые, поэтому... Все. Сейчас еду в приют, там посмотрим, что с ним делать дальше. Все будет хорошо. Опирается на задние лапы, значит, уже спина не поломана. Раз спина не поломана, значит, уже не так все плохо. Все. Едем. Все будет хорошо. Мы приехали в приют. В
приюте, как только я занес его в вольер, Скай первым делом пошел и лег на мягкое одеяло. Он даже не стал рассматривать свое новое жилище. Мы не знаем, сколько дней он пролежал под дождем в грязи, пока его не нашли. Он очень устал. Я должен сказать, что у него раньше был дом. Честно говоря, мне не очень хочется рассказывать про его бывших хозяев. Могу только сказать одно. Они просто от него отказались. Ну и хорошо, мы найдем ему новый дом, в котором его будут любить. Сейчас Скай должен привыкнуть к новому месту. Нужно будет понаблюдать за ним, какой у него характер, и можно будет искать ему новый дом. Скай остался в приюте. Я приходил и брал его на долгие прогулки. Обычно мы ходили с ним к морю. Опа, кто это? Это Скай. Скай, иди ко мне. Иди сюда. Что у тебя на носу? Стой, 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 стой. Подожди. Не-не-не, клещей нам не нужно. О, вот видите, что творится? Вот он, свеженький. Вот это клещ. О, ползает. Не надо. Не суй свою морду куда попало, то клещей наберешь. Подними лапу. Это Скай. Мы идем с ним на прогулку. Пошли, малыш, идем. Помните этого малыша, которого я на руках нес в гору, который на меня огрызался, хотел меня укусить даже. Все, сейчас он уже не кусается. Мы начинаем искать ему дом. Уже вот начнем с завтрашнего дня. Хватит ему сидеть уже в приюте, засиделся. Ну, я думаю, что мы ему дом найдем, потому что он красавчик. Хотя эта порода очень требовательная, требует очень много внимания, времени, с ней надо много гулять. Это очень непростая собака. Хаски, они очень непростые. Ну, еще зависит от собаки, конечно, но Скай сам по себе, он такой, он не буйный, он абсолютно не буйный, но я думаю, что мы найдем ему дом, все будет хорошо. А сейчас я беру его, идем далеко, я думаю, что я дойду до моря, если, я по его самочувствию посмотрю, потому что жарко на улице. Я взял воды, дойдем до моря и пойдем обратно. Это первый туннель. Первый. Идем. Идем, мы правильно идем, не бойся. Чего? Я машину увидел, услышал трассу впереди. Впереди трасса, Скай услышал машину и сразу перетормозил немного. Сейчас возьму его на поводок покороче. Трассу мы проходим под ней, но у него есть, боится машин по известным причинам. Но все будет хорошо. Еще второй туннель пройти, и мы будем на море. Если, конечно, он не залит водой, там не грязно, но вроде как, по идее, уже не должна быть. Не, стой, не вот так. Только я тебя возьму на короткий поводок, чтобы ты грязь не остановился. Сильно не вот так. Иди в грязь, я пойду по грязи, а ты иди в грязь. По сухому иди. Да, так вот. Все. Помочка, иди вперед. Собака впереди. Вот это да. Вот это да. Что это? Какая большая лужа. Идем поближе, подойдем. Что это? Скажи, что это такое? Куда ты меня привел? Никого нет. Красота. Пустой пляж на несколько километров. Вот один человек там есть. Больше никого. И море. Ну, это пляж такой, на который нельзя особо. Это пляж такой закрытый, на него нельзя заехать. Особо подъехать близко, поэтому людей мало. О! Скай! Пойдем к воде. Ну хотя бы посмотрим ближе. Скай, не будь трусом. Идем со мной. Я первый иду. Пойдем. Идем, не бойся. Скай. Ты чего? Иди ко мне, иди, мальчик, иди сюда, не бойся. Чего ты боишься? Идем вместе подойдем, пойдем, не бойся. Скай, не будь трусом таким. Ну вот это же надо. Стой, иди ко мне, иди сюда, иди, не бойся. Иди, бойся. Я тебя поднесу. Ой. Ты не можешь быть на море и не быть поближе к морю. Идем, я тебя понесу. Я на ручках не буду тебя опускать, не бойся. Все, смотри. Скай, идем, пошли. Идем, пройдемся чуть. Вот трусиха. Это все.
Я не думал, что такой трус, Скай. Идем. Да. Скай, иди ко мне, иди сюда. Чего ты испугался? Это море. Море. Чего ты? Чего ты испугался? Чего ты? Это вода просто. Большая, правда, лужа. Идем, пройдемся вот так и назад. Идем, пошли. В общем, не проникся Скай морем, не понравилось ему, забоялся. Идем назад. Ну, поднес его чуть, хоть посмотрел, надо будет еще его взять. Еще разок. Не захотел. Ну, боится. Большая лужа. Шумит. Идем обратно. Вот такое тоже бывает. Все хорошо. Надо будет его почаще брать сюда, потому что он должен привыкать и к поводку, и к морю. И надо начинать искать ему дом, потому что засиделся он что-то. Возвращаемся назад, уже почти вернулись. Очень жарко сегодня. Ну, Скай молодец, всю дорогу вперед меня, бегом. Даже не притормаживая. Один раз водички попил и вперед. Жарко ему тоже, но он молодец, держится. Очень жарко. Море он не любит, как оказалось. В общем, в следующий раз обязательно его опять прямиком на море. Все, надо приучать собаку к нормальным человеческим радостям. Морю, например. Все. На сегодня все. Скай был полностью готов, он умел ходить на поводке, теперь можно было начинать искать ему дом. Я приехал в приют, чтобы сделать несколько фотографий и начинать искать ему новый дом. Обычно мы делаем фотографии на прогулочном участке. Выпускаем собаку, и я пытаюсь поймать хороший кадр. Иногда мы делаем 100 фотографий для того, чтобы поймать несколько хороших удачных моментов. Обычно проблема в том, что когда мы выпускаем собаку, она начинает бегать, и очень трудно поймать какой-нибудь хороший ценный кадр. Но когда мы стали фотографировать Ская, была другая проблема. Он как меня увидел, все, уши назад и давай бегать и улыбаться. Улыбаться это хорошо для фото, но уши, Скай, где твои красивые волчьи уши? Ты волк или кролик? В общем, из 100 фото в тот день нам все-таки удалось сделать несколько фото настоящего хаски. Вот он, Скай, во всей красе. Очень красивый звереныш, просто нереальный красотун. Скай нашел свою семью. Ему очень повезло, очень хорошие ребята, очень хорошая семья. Они его очень любят, и он очень счастлив. Теперь за него можно не переживать. Я хотел бы поговорить с вами про самый первый день, в тот день, когда мы его нашли. В первый день, когда мы его искали, мы спустились в ущелье и увидели его с правой стороны около больших камней. Получается так, что Скай, когда спустился, пошел по ущелью вверх. Почему он пошел по ущелью вверх? Он еле стоял на ногах, но все равно поднимался вверх. Он шел к людям, он шел по направлению к деревне. Шатаясь и спотыкаясь, он все равно шел в сторону людей. И хорошо, что его заметила женщина и не прошла мимо. Я не думаю, что он смог бы подняться сам из этого ущелья наверх. Что нужно делать в такой ситуации? Я уверен, что всегда можно сделать хоть что-то для того, чтобы помочь, а не просто пройти мимо. В ситуации, когда вы сами не можете помочь животному, нужно обязательно сообщить о нем. Сообщить приютам, если они есть в вашей стране. Обязательно оставить сообщение в волонтерских группах в вашем регионе. В вашем сообщении должна быть только нужная информация. Меньше текста и больше смысла, и только по делу. Сфотографировать место, сфотографировать животное, запомнить точку на навигаторе и обязательно оставить свои контакты. Вам нужно оставлять ваши сообщения в местных волонтерских группах, в группах, которые находятся в вашем регионе, чтобы как можно больше местных волонтеров увидели ваши сообщения. Так у вас больше шанс получить помощь и поддержку. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам из приюта, которые его приютили и заботились о нем. Спасибо новой семье. Я знаю, что они его очень любят. Скай живет в хорошей семье с настоящими людьми. Теперь за него можно не переживать. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.